Второй сезон реинкарнации безработного близится к завершению. До конца осталось 4 серии и 13 глав для экранизации. Впихнуть это все можно, но без вырезни сюжета не обойдется. Если вы открыли это видео, значит знаете, что я буду снова рассказывать о различиях между аниме и ранобэ. И в этот раз сравнение будет не в пользу последнего. Почему так, вы узнаете очень скоро. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А в аниме фактически вырезали то, про что я рассказывал в прошлом ролике. Целая глава под названием «Ее эмоциональное состояние» пошла под нож, и нам достался лишь небольшой огрызок. Глава, где рассказывается, как Рокси выживала, поедая отравленную плоть монстров. Глава, где она тщательно копила ману в комнатах между порталами. Глава, где показывается отчаяние и ужас, которые поглощали ее сердце, в аниме занимает 1 минуту и 40 секунд. И здесь нет ни мук голода, ни многочисленных стычек с монстрами, ничего. Показали одну битву постфактум и метки на стенах. После чего Рокси впала в отчаяние. Видимо, из-за того, что ее эмоциональное состояние имеет продолжительность как опенинг, которые люди просто скипают. И это ни черта не нормально. Сейчас я вставлю кусок из еще не опубликованной реакции на Код Гиас, и вы сами увидите, как за втрое меньшее время студия Sunrise справляется с раскрытием сразу 3 персонажей. Итак, считаем. Угу. Показали последствия апельсина, показали то, что благородство Сузуки задумался, или, по крайней мере, начал задумываться вот этот вот апельсинчик, и преданность девушки. Да, Виолетты Ню. Леди Виолетты. У нее Сколько прошла сцена? 30 секунд. И 4 вещи сразу показали. Да. Впрочем, это целая студия. Не хочу себя сильно расхваливать, но я в прошлом ролике пересказал всю главу про Рокси за 3 минуты, при этом передав куда больше фактов и саспенса. Можете поглядеть по подсказке справа сверху. И теперь стало ясно, почему в аниме Рокси напрудила под собой лужу. Ведь надо же как-то сделать комедию из того, что Рудиуса вывернула наизнанку. В новелле она подумала, что такая реакция произошла из-за того, что она буквально месяц не мылась, а в аниме она выглядит слишком чистенько, вот и пришлось сделать из девушки посмешище. Итак, дальше в аниме Рокси вытаскивают на поверхность, чтобы она отдохнула. И здесь вырезали сцену, где Вера выпроваживает Рудиуса, который ходил взад-вперед перед ванной, которую принимала Рокси. Причем без пошлых мыслей. Так что выгнали его зря. Через 2 дня Рокси приходит на обед к остальной группе и извиняется за то, что накосячила, и им пришлось ее искать. Кстати, в аниме не вырезали, но и не показали то, как Руди, ломая стены, несся на помощь Рокси. В новелле он буквально шел напролом, ощущая божественное присутствие. В аниме же к этому подтолкнул его Гису, а направление показала капля конденсата, которая образовалась после мощных заклинаний Рокси. Кстати, о заклинаниях. В новелле Рокси спрашивает Рудиуса, а не стал ли он за время разлуки императором воды? Ведь заклинание, которое он применил, очень похоже на абсолютный ноль. Заклинание императорского ранга. Дальше встревает Талхант и говорит, что «Нет, это был ледяной взрыв, который использует Рокси просто увеличенной мощи». Элина Лис же говорит, что «Рудиус лучший ученик университета Раноа и вполне может быть императором воды». Отчего Рокси впадает в уныние, потому как она поднялась лишь на королевский уровень. В аниме этих разговоров нет. Как нет в аниме и описания формации, и того, как они должны будут действовать с учетом спасенной Рокси. И в новелле главным распорядителем выступает Гису. Именно обезьяна Лицей следит за припасами, порядком во время похода и выступает боевым лидером. Лилия — лидером резервной группы в городе, а Пауло лишь одобряет решение этих двоих. В аниме же роль Гису и Лилии значительно преуменьшена. Следующая сцена в аниме — это то, как Рокси читает книгу. Она передана без изменений. Ну а дальше нам показывают покорение 3-го этажа. И в аниме, понятное дело, совсем не рассказывают об особенностях монстров, которым уделено время в новелле. Так что самое время мне сказать о том, чтобы вы приходили в среду, 12 июня в 19:00 на стрим, который пройдет здесь, на ютубе. Посидим пару часиков, поговорим о безработном и дальнейших планах. А тем временем в аниме нам показывают неплохую боевую сцену, в которой мечники при поддержке 2 полноценных магов зачищают волну монстров.
Также в аниме без изменения осталась сцена, в которой Рокси приглашает Рудиуса на чашку чая. Точнее, на совместный поход по подземелью. Она-то не знает, что Серокрысов уже мужчина женатый, и ему надо будет воспитывать своего ребенка. Тем не менее, в аниме уже очевидно то, что она по уши влюбилась в своего спасителя, прямо как и мечтала. Если вы не помните, она говорила об этом в первом сезоне. Мечта сбывается, и маленькая Рокси берет быка за рога. Точнее, крыску за шерстку. Итак, отряд портуется на 4-й этаж. И как вы можете видеть, он отличается от 3 предыдущих, которые были лишь туннелями муравьев. Мелкие букашки откопали проход к чему-то более древнему. Настолько, что вы даже не можете себе представить. Собственно, в видосе, посвященном сравнению 19-й серии, я пересказывал вырезанный из аниме лор города Лабиринта Лопана. Сражение с бронированными воинами в аниме прошло в точности по новелле. Анимация вроде даже достойная, так что больше ничего я сказать об этой сцене не могу. Ладно, эта рожа Пауло обязана быть растаскана на мемы. В общем, походив по 4-му этажу, отряд возвращается обратно в город. И в аниме напрочь упускается тот факт, что путешествие по лабиринту занимает очень много времени. В новелле говорится, что путь до 3-го этажа занял у отряда почти 3 суток. Они еще хвалились тем, что автору книги о лабиринте пришлось затратить вдвое больше времени. В аниме же походы в подземелье выглядят как прогулка до ближайшей 5-очки. Дальше нам показывают то, как Руди с Рокси ходят по Лопану и скупают припасы для следующего похода. И здесь они делают буквально все, что в новелле делали остальные персонажи. Паула с Элиналис искали для нее другой меч, тот самый меч, отбрасывающий врагов. Гису покупал химикаты, и именно он шутил про Паула, который бы упал на пол, поскользнувшись на масле. В аниме же все это отдали на откуп 2 голубкам. А еще у нас новая сцена. Да, вы не ослышались, в аниме добавили что-то, чего не было в оригинале, а именно разговор Руди и Рокси в таверне. Частично этот разговор сшит из вырезанных фраз, о которых я уже говорил, но все же. Героев явно сводят друг с другом, и еще пару минут экранного времени на это не жалко потратить. Зато, похоже, в аниме так и не расскажут, откуда у Паула 2 меча. Собственно, пару к его излюбленному мечу он приобрел в том же Лопане. Он хвалился тем, что купил его благодаря своей чуйке на хорошие вещи. Хотя на самом деле история была куда прозаичней. В общеизвестной в Асуре книге под названием «Легенды о Перугиусе» упоминается воин, который резал сталь, а его меч был тем острее, чем прочнее доспех врага. При этом он становился тупым, если им резали сушеное мясо. Паула знал об этой легенде и подслушал, что один из торговцев владеет мечом, которым нельзя резать плоть, после чего купил его буквально за бесценок. А за бесценок еще можно купить подписку на мой Бусти, где не только ранний доступ к лорным видео, но и реакции на Аркейн, и скоро будут на Код Гиас, где я, фанат кода, буду рассказывать все-все-все смотрящему в первый раз Око Балора. Фанат и новичок. Убойное сочетание и отличный способ познакомиться с этим великим аниме или узнать что-то новое, если вы его уже смотрели. Подписаться можно по ссылке в описании или отсканировав QR-код. Спасибо всем, кто уже подписан, а мы продолжаем. А тем временем в аниме снова скипнули целый 5-й этаж. Как и 6-й, впрочем. В следующей сцене аниме нам показывают 3 телепорта в конце 6-го этажа, совершенно не показывая, например, то, как отряд зачищал целое гнездо монстров, уничтожая матку тех существ, которых в аниме они просто отогнали дымом. Попутно вырезаны размышления Рудиуса о том, что едят монстры и как размножаются. К чему-то конкретному он не пришел, остановив свою мысль на том, что питаются они, скорее всего, окружающей маной, а подземелья привлекают их за счет того, что в середине подземелья всегда находится кристалл маны. Тем не менее, отряду приходится выбирать, в какой портал входить, и когда они вспомнили про Гислен, в новелле дается куда больше информации о том, как взаимодействовал их отряд, будучи еще клыками Черного Волка. Гислен тогда была дикой, не умела читать, писать, всегда рвалась вперед и никого не слушала. Тем не менее, ее не вышвырнули из отряда именно за способность неуловимым образом правильно выбирать из 2 вариантов. Она звериным чутьем понимала
куда следует идти отряду, чтобы не попасть в ловушку. Руди, услышав такое про Гислен, начинает ее защищать, говоря о том, что она научилась и читать, и писать, и даже немного магии, но ни Элина Лис, ни Талхант в это не верят. Дальше Руди пускается в размышления о том, что же делать. И в новелле они очень длинные и ветвистые. Руди думает и сомневается, снова думает и снова сомневается, ведь от его решения зависит судьба всей группы, после чего не выдерживает и просится отойти по малой нужде. Пауло увязывается за ним, и два мужика с расстегнутыми штанами ведут диалог, показанный в аниме, но в аниме снова отходят от новеллы и делают поистине гениальное решение. Пауло начинает говорить Рудиусу о том, что два меча иметь неплохо. Да, у тебя есть большой меч, но видишь, тут есть еще один маленький меч, который тоже хочет оказаться у тебя в руках. В новелле же Пауло этим разговором лишь повесил себе флаг смерти и не более. И сейчас я скажу кощунство, но аниме улучшило сюжет новеллы этой сценой. Теперь хейтерам гаремов буквально нечего противопоставить. Отец главного героя дает свое разрешение на то, чтобы Руди взял Рокси как вторую жену. Пауло осуранец, не отягченный религией Милиса, и не видит ничего зазорного в том, чтобы иметь две жены, и желает своему сыну того же. К тому же только слепой не видит, что Рокси натурально втрескалась в своего бывшего ученика. И знаете что? Пускай из аниме вырезали все месячные страдания Рокси в подземелье. Суть в этой серии передана верно. Она влюбилась в него не из-за того, что она голодала целый месяц, а из-за того, что он ее спас. Прямо как она и мечтала. А это самое важное. Так что я могу только сказать, что серия удалась на славу. Правда, из-за разного визуального стиля совершенно непонятно, почему Руди начал искать секретный проход. Этот момент абсолютно не очевиден для любого, кто смотрит только аниме. Типа комната с 3 порталами и комната, мимо которой проходит Руди, идущий в Орстедовский портал, абсолютно разные. Но герой рукой сценариста понимает, что оба строения имеют одинаковую структуру. А значит, там должна быть скрытая лестница. Впрочем, это уже не важно. Важно то, что любовная линия Рокси и Руди передана отлично. Обязательно смотрите другие ролики на канале. Там есть не только Безработный, но и Блич, Фрирен и Хвост Феи. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.